Друзья, приветствую вас! Это обзор акций по вашим запросам. Сегодня внезапно произошел крутой поворот. Я на выходных, когда делал обзор, вас предупреждал, что в понедельник может что-то случиться. Вот это что-то, собственно говоря, и произошло. Что же это что-то произошло, что рынки так сильно двинулись? Pfizer объявила о том, что она подготовила вакцину. Но вакцина не прошла все стадии клинических испытаний. Она находится на предпоследней стадии испытаний. И было заявлено, что 90% случаев приводит к тому, что человек по факту инъекции вакцины он не заражается. Да, это достаточно высокий вариант, потому что обычно вакцины от 60 до 80% случаев предотвращают заболевание. Здесь получен очень высокий результат, но есть такой момент. Последняя стадия испытания, обращаю ваше внимание, не завершена. Поэтому рынок хотел позитива, и рынок схватил на лету то, что ему сказали. Я думал, что Сбербанк отобьется от верхней границы и пойдет вниз. Этого не произошло, потому что, как вы видите, рынки взмыли наверх. Эта вакцина предложена двумя компаниями, они ее разработали. Это Pfizer и BioNTech. Pfizer американцы, BioNTech немецкая компания. Но вот сейчас премаркет был, соответственно, рост на 10-20%. Так, ну вот обращаю внимание, что здесь результаты получены на промежуточном этапе испытаний. Промежуточном. То есть это не значит, что вакцину, ее не то что завтра начнут делать, она даже последнюю стадию еще не прошла. И вот последняя стадия, заключительная стадия, она, как правило, очень долго может продолжаться. И она как раз очень часто дает такие результаты, которые разворачивают применение препарата. Так, друзья, ну вот, в общем-то, не только BioNTech и Pfizer, вот еще есть ряд компаний. Нередко вакцину делают 2-3 компании совместно, потому что у одной компании, предположим, есть один опыт, допустим, производства каких-то белков, у другой есть опыт так называемого векторного модифицирования белка. И поэтому, как вы видите, здесь нередко компании, они в такие англомераты соединяются. И вот эти англомераты, они, соответственно, проводят испытания и ищут какие-то решения. На текущий момент есть несколько лидеров, которые уже вроде бы подготовили вакцины и ввели их на последнюю фазу испытаний. Ну вот сегодня была новость по Pfizer BioNTech, ну там еще Fosun Pharma фигурирует. Но помимо этого есть еще компании Moderna и есть компания Sinovac Biotech. Как вы видите, у этих компаний, у них, в общем-то, последняя стадия уже достаточно давно длится. Ну как давно, то есть для реального производства лекарства это совсем крошечный промежуток времени, но сейчас на текущий момент, до того, как Pfizer объявил о том, что у них, в общем-то, работает на промежуточной стадии, уже как бы у Moderna и Sinovac на протяжении 2-3 месяцев шли клинические испытания последней стадии. Вот. Поэтому здесь то, что сегодня Pfizer заявил, ничего здесь такого нету экстраординарного. На самом деле любые новости, связанные с приготовлением вакцины, что, допустим, завершилась очередная серия испытаний, или что уже как бы дали разрешение на введение в производство, оно будет приводить к такому бурному росту. Вот. Но здесь надо понимать, что этот бурный рост, он не обусловлен какими-то достижениями или тем, что пройдено ядро кризиса. Все это связано лишь с новой волной коронавируса, и то, что вакцина будет скоро готова, поможет, соответственно, все это дело завершить и избавиться от эпидемии. Вот. Но как мы с вами видим, реальное положение дел таково, что даже те участники процесса, которые готовят вакцину, у кого уже идет последняя стадия, они еще далеки от того, чтобы предоставить готовое решение, которое будет одобрено. Помимо этого, могут быть даже по факту согласования. Допустим, вот согласовали, все, вакцину одобрили, ее разрешили использовать, например, в США, в Западной Европе, и, допустим, начинают использовать, сразу выявляется как какой-то негативный случай, вот как был у AstraZeneca. Потом, правда, оказалось, что там вообще это не связано с вакциной. Но, тем не менее, то есть в любой момент эту вакцину, которую запустили, ее могут снять и от нее отказаться, если будет выявлена какая-то побочка. На самом деле, с учетом такой скорости разработки, побочек там
к сожалению, наверное, будет очень много. Вот. И вот те компании, которые вы видите в этом списке, это Pfizer, Biotech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и так далее, они все новости по их деятельности позитивные могут таким же образом оказывать влияние на рынок, как сегодня мы видели по Pfizer. Но может быть в чуть меньшем объеме, потому что Pfizer это все-таки крупнейший фармацевтический гигант. Вот. И мы сегодня получили мощнейший рост и всплеск. Так, друзья, ну вот у нас на фоне такой новости по поводу вакцины, хотя опять же это всего лишь, что на излете третьей стадии испытаний в 90% случаев вакцина оказалась эффективной. На четвертой стадии ее могут снять. Может получиться случай, как у AstraZeneca. Там выявится, что, допустим, кто-то заболел или какая-то побочка. И, соответственно, вакцина она будет снята. Конечно, вероятность такого у Pfizer очень маленькая, потому что AstraZeneca это все-таки не американская компания, это британская. И поэтому, я думаю, Pfizer там будут до последнего на нее дышать и разрешать ей осуществлять испытания и деятельность. Так, ну вот ВИКС пробил дно, которое сформировалось с сентября, и ушел на 23,6. Это был бы достаточно позитивный и хороший знак, но эта новость, она по сути не отображает реальной картины изменения. То есть это просто новость о том, что что-то произошло, но это что-то, оно никак существенно на, во-первых, прекращение эпидемии и на восстановление экономики она не влияет. Поэтому здесь может быть разворот в любой момент и отскок, возврат вот в эту зону последнюю комфортного нахождения ВИКСа, это 30-25. Вот. Но пока как бы разворотной формации нету и движение вполне возможно продолжится, но я не думаю, что это движение оно здесь останется. Даже если сейчас будет задерг там на 21,5 или 21, наиболее вероятно, что потом в течение этой недели или следующей мы увидим разворотную формацию и возврат вот сюда, в этот диапазон. Но то, что сегодня произошло, вот была у меня чуйка, что в понедельник какую-то новость могут запустить. Ее запустили. Вот, и поэтому пока временно весь негатив, который был на рынке, его разогнали. Повыносили шорты по нефти, по другим инструментам. И на этих шортистах, собственно говоря, рынок начал взбираться наверх, а ВИКС падать. Так, друзья, ну вот, в общем-то, по S&P мы улетели в космос. Мы побили все исторические хаи. И если сегодня-завтра произойдет закрепление в этом диапазоне, вновь достигнутом, то мы отсюда, я даже не знаю, куда можем еще сходить. Мы можем на 3700, наверное, тут чуть осталось. Вот, а может быть его загонит и на 4000. Но здесь сочетание двух факторов. С одной стороны, стабилизация ситуации, более или менее стабилизация. По факту завершения выборов, ну фактически все уже понятно, что Байден победил. Конечно, голубой волны не получилось. Конгресс, Сенат оппозиционный, там республиканцы преобладают, вот, но все равно, то есть как-то вопросы, наверное, будут решаться, потому что сейчас, судя по тому, что пишут в американских СМИ, в общем-то, в последнее время фактором дестабилизации ситуации был именно Трамп. Потому что даже в переговорах о помощи он со своими коллегами-республиканцами договаривался об одном, а потом выходил к демократам совершенно с иными изъявлениями. Но во всяком случае, потому что пишут, я не знаю, может быть там бульварные какие-то газеты и форумы американские, но тем не менее все сейчас на данный момент возлагают большие надежды, что уход Трампа, он стабилизирует ситуацию и все в связи с этим станет на свои места. Так, друзья, давайте российские акции посмотрим, которые наиболее интересные, которые просили неоднократно. Ну смотрите, вот Газпром, здесь одну цель почти сделали, ну 170 сходили. То есть вопрос в том, он здесь закрепится или все-таки отсюда пойдет отскок и возврат в диапазон 165-162. Вот. Если здесь закрепляется и начинается проторговка сегодня-завтра, следующая цель отсюда у него движение находится в диапазоне 108-184, вот здесь вот. То есть если вот это устойчивый рост и здесь осуществляется закреп, то идем, ближайшая цель уже недели-две и вполне возможно будет 185
180-184. Вот. Но это движение, оно вполне могло быть шартовым выносом. Судя вот по тому, какие рваные движения здесь на дневном таймфрейме, это очень похоже на периодические шартовые выносы, когда шартистов приносят в жертву роста. Вот. Сейчас на текущий момент времени такая же ситуация. И если здесь сейчас возникает разворотная формация, то высока вероятность того, что мы отсюда сходим, скорее всего, на 160. Вот. Но если сегодня-завтра здесь возникает пробой уровня 170-172, то у нас отсюда прямой путь движения на 180-184. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель. Но смотрите, здесь первую цель движения мы сделали 21. Все, мы пришли, но тут 20 836 немножко, но сейчас, наверное, добьет 20 900. То есть он должен 20 900, 21 тысячу сходить. Вот. Далее, если здесь сейчас возникает проторговка и закрепляется, то отсюда у нас наиболее вероятно возникает импульс движения, цель которого сходить на 22 тысячи. Вот сюда, вот 22 150, если быть точным. Если здесь сейчас он не удержится, если пойдет корректирующий откат и будет пробито 20 500, 20 400, то весь вот этот рост, он будет сломан. И мы уйдем сюда, вот в этот диапазон 20 300, 20 тысяч, вот сюда вот. Вот здесь ну, вполне как бы читаемый шартовый вынос. И на этом шартовом выносе мы улетели вот сюда, вот на 21 тысячу почти уже. Вот. Но с другой стороны, это движение, оно было ожидаемо. И зарождение этого движения, оно произошло где-то вот здесь вот, наверное. Ну вот здесь в начале вот этого дневного таймфрейма. И поэтому, я думаю, высока вероятность того, что либо сегодня, либо завтра будет отработка этой цели. И после этого мы вполне можем увидеть здесь консолидацию и дальнейший рывок, цель которого будет 22 150. Сценарий не срабатывает, если в результате отката пробивается 20 200, 20 300. Вот этот вот диапазон на уровне гэпа он здесь находится. Так, ну и вот 4-часовик. Здесь по сути рост идет очень мощный. Единственное, вот сейчас попытка немножко охладиться, сходить вниз. Вот. Но если диапазончик вот этот мы не забьем, то все это означает, что рост был здесь истинный. И по факту проторговки в этом диапазоне, даже после корректирующего отката, продолжится движение, цель которого будет 22 150. Так, друзья, далее Лукойл. Смотрите, по Лукойлу сегодня достаточно интересная ситуация возникла, потому как если он закрепляется в районе 4700, то в случае продолжения движения на рынках мы увидим задеркой на 5100 вот сюда вот. У него цель движения находится вот здесь. Вот. Какой здесь есть момент? Если по нефти возникает разворот и она начинает сыпаться, то в связи с этим мы по Лукойлу также увидим откат. И цель этого отката будет возврат вот сюда на 4200-4150. В каком случае это произойдет? Это произойдет в том случае, если в результате корректирующего отката будет пробито 4300. Вот 4300 здесь определенный уровень, который приведет к тому, что вся эта конструкция начнет проседать и произойдет возвратное движение вплоть до 4000-4050. На текущий момент рынки растут, и вот эта ситуация с вакциной — это классический шортовый вынос. Говорить о том, что экономика восстановилась и поэтому мы растем, но мне кажется, это весьма преждевременно. То есть накоплены шорты, далее поступает, ну или вбрасывается новость о том, что все будет хорошо. Хотя, опять же, эта новость, она еще не говорит о том, что проблема решена. Вот. Но начинаются массированные движения на рынке, шортистов жгут, и на фоне этого рынок растет. Так, друзья, но на фоне всего этого есть и печальные новости. По золоту и серебру на фоне обозначения разработки вакцины посрывало стопы и унесло и золото, и серебро вниз. Но здесь ничего не поделаешь, это издержки нашей деятельности. И вот смотря на это движение, когда золото с 1960 ушло на 1875, можно сказать, из 20 века в 19,
надо четко понимать, что обязательно нужно ставить шорты, стопы. Потому что если не поставить здесь стопы, то, ну, стоп там, не знаю, там съело там $5 у меня. Но это опять же не критично. Вот если бы стопа не было, то потеря была бы очень тяжела тогда. Вот. Но с другой стороны, позитив по акциям, по индексам, я думаю, с учетом вот всего этого движения, недолго будет продолжаться этот позитив. И я вот по золоту, сейчас я еще подумаю, посмотрю, я ожидаю отскока и по золоту, и серебру. Чуть позже к этому вопросу вернемся. Так, друзья, ну вот давайте под завязочку и посмотрим рубль-доллар и другие вещи, которые нам интересны. Ну смотрите, вот здесь мы подошли к значению критичному 76. Его кольнули, но сразу ушли наверх. То есть доллар пошел укрепляться. Вот если не будет пробоя этого диапазона повторного, то наиболее вероятно, что сегодня в случае пробоя 76.25 у нас на сегодня возникнет цель движения на 77,1. Если 75,85 мы пробиваем, то отсюда у нас уже пойдет очень серьезный движняк, цель которого будет 75,2. Вот. Но я не знаю, может быть, Модерна сегодня еще объявит о том, что тоже вакцину разработала. Но я думаю, уже шортисты на сегодня закончились. Вот, и поэтому я все-таки склоняюсь к мысли, что сейчас, если не будет повторного пробоя 75,8, то отсюда наиболее вероятно движение, цель которого на 77,1. Так, евро-рубль, здесь тоже мы, скажем так, выполнили миссию. И поэтому, если в ближайшее время, сегодня-завтра не будет добития диапазона 90, то отсюда, скорее всего, мы уже сегодня поднимемся на 90,75, и где-то здесь, вот над этим значением, оно будет торговаться. Так, друзья, далее золото. Золото, конечно, бобо, очень бобо. Вот, но опять же, то есть это к вопросу по поводу стопов. Если бы стопов не было, то это было бы, наверное, даже летально. Но смотрите, вот текущая ситуация, она следующая. Вот то, что произошло, это называется шортовый вынос по основным инструментам. Соответственно, по драгметаллам это был лонговый вынос. То есть было очень много набрано лонгов, которые ожидали роста. И на фоне этих лонгов, соответственно, произошел сброс большой массы, и весь рынок вырос. А драгметаллы, поскольку это, в общем-то, средство для спасения от рисков и от инфляции, их отлили, и мы увидели возврат на 1882 с выбиванием стопов, которые стояли под ним. Вот здесь сейчас я посмотрю, подумаю, возможно, вот эта разворотная формация, и отсюда уже, может быть, движение разовьется на 1900-1906. Вот, если сейчас будет добой 1860-1850 вот этого диапазона, ну, даже 1860 будет достаточно, то золото все, можно сказать, завалили, и скорее всего оно пойдет еще ниже. Так, друзья, ну все, это оперативная сводка. Спасибо.